Новость буквально последнего часа. Во-первых, Дональд Трамп заявил, что планирует провести ряд заседаний с членами своего кабинета министров относительно того, каким именно должен быть ответ. Кроме этого, министр обороны США Джим Мэттис сегодня на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам заявил две вещи. Во-первых, он верит, что химическая атака действительно была произведена в Сирии, а во-вторых, что никакого решения пока что еще не принято. Кроме этого, Пол Райан, спикер Палаты представителей, заявил, что Дональд Трамп должен возглавить международный ответ на предполагаемую химическую атаку, а ему также не нужно специальное разрешение Конгресса, поскольку он обладает всеми полномочиями. Напомню, что сегодня утром президент Трамп написал в своем твиттере, цитата, «Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро, а может и нет». Он также добавил, что под его руководством США проделали отличную работу по избавлению региона от ИГИЛ. Где наше спасибо, Америка? Кроме этого, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созвала заседание у себя на родине, где члены ее кабинета министров обсуждают вопрос, присоединится ли Великобритания к возможной военным действиям США и Франции против Сирии после, опять-таки, предполагаемой химической атаки против мирных жителей. BBC сообщает, что Тереза Мэй дала отмашку вооруженным силам Соединенного Королевства на участие в этой кампании без предварительной санкции парламента. Представитель Даунинг-стрит отказался комментировать все сообщения по этому поводу. При этом вчера компания Image Satellite International сообщила, что российские военные корабли, порядка 11, покинули морской порт Тартус в Сирии для того, чтобы обезопасить суда от возможной атаки. Напомню, как именно развивались вчера события. Утром в среду Дональд Трамп написал в Твиттере: «Россия обещает, что собьет любые все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят. Новые, отличные и умные». На дневном брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что у Соединенных Штатов есть планы по осуществлению ракетного удара по Сирии, но конкретных сроков проведения операции не назвала. Мы рассматриваем разные варианты, но окончательное решение еще не принято. Мы сообщим, когда это случится. Она добавила, что президент Трамп возлагает ответственность на Россию за применение химического оружия режимом Башара Асада. Они гарантировали, что использование химического оружия в Сирии больше не повторится. Эти попытки провалились. Также Россия наложила вето на 6 различных резолюций США, что помогло защитить Асада. И Россия, и Сирия отрицают, что на прошлой неделе в Думе было применено химическое оружие, в результате чего пострадало мирное население. Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что США и их союзники по-прежнему рассматривают предоставленные доказательства и что Пентагон готов действовать. Мы продолжаем анализировать разведданные, собранные нами и нашими союзниками. Мы готовы предоставить варианты военного разрешения ситуации, как и обозначил президент. Российские аналитики отмечают, что Москва ответит на действия США, целью которых является сирийское правительство. Твердое намерение американского президента нанести удар, скорее всего, воспринимается в России как предельно враждебный акт. Если будет затронута российская инфраструктура, или тем более, если погибнут российские военнослужащие, там находящиеся, к сожалению, я полагаю, что ответный удар по американской цели неизбежен. Год назад Трамп отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе, откуда правительство Асада якобы проводило химические атаки, в результате которых погибли десятки мирных жителей на северо-западе страны. Сегодня также стала известна реакция некоторых союзников США, а также стран, находящихся в регионе. Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин не будет принимать участие в военной операции. Однако Берлин поможет союзникам, если им потребуется. Кроме этого, Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил, что Париж располагает данными о том, что действительно химическая атака была проведена в Сирии. У нас есть доказательства, что на прошлой неделе было использовано химическое оружие, по крайней мере хлорин, и что его использовал режим Башара Асада. С начала этой недели Вашингтон и Париж тесно сотрудничают в этом вопросе, и нам предстоит принять решение. Мы определим, что является самым эффективным.
Мы очень обеспокоены, что некоторые страны уверены в своей военной мощи и готовы превратить Сирию в полигон для военного противостояния. Вчера я говорил с президентом Трампом, сегодня с президентом Путиным, чтобы остановить эту химическую резню. Угроза применения силы против Сирии является грубым нарушением устава ООН. Об этом на брифинге заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. А вот пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России не предусмотрено никаких телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась, не инициировалась, заявил он. Позиция американского военного ведомства, напомню еще раз, она очень спокойно. Они сказали, что они продолжают рассматривать всю поступающую информацию как от своих источников, так и от своих союзников.